Похоронив супруга, Женя вернулась в пустую квартиру. Она не могла уснуть до утра, терзаясь мыслями о смерти, от чего никто не застрахован. Ее Миша не проснулся утром. Врачам не удалось его спасти. Остановка сердца. До этого мужчина был здоров и совсем не собирался умирать. Женя не находила себе места. Надо было идти ночевать к его сестре, подумала женщина. Она взглянула на часы. Скоро полночь. Ехать куда-либо уже поздно, да и у Любы маленькая квартира, внуки. Не хотелось Жене мешать родственникам. Она встала с кровати и решила приготовить сумку на завтра. Вроде все собрала, лишь ключи не могла нигде найти. Порывшись в прихожей, Женя все же нашла на вешалке свой комплект ключей, но второго нигде не было почему-то. Женщина озадачилась пропажей. От усталости Женя прилегла и уснула. Ее разбудил шум открывающейся двери в прихожей. Вспомнив про ключи, она подскочила. Значит, их кто-то украл. Телефон она оставила ночью на кухне, так что позвонить в полицию она не успеет. Женя осторожно подошла к двери, и вдруг на замке сработал предохранитель. Женщина выглянула в глазок, но никого не увидела на лестничной площадке. Тогда она подошла к окну, однако из подъезда так никто и не вышел. После обеда Женя вызвала мастера, чтобы он поменял личинку дверного замка. Она думала, что наконец-то сможет спать спокойно, но ошиблась. Среди ночи ее все так же будил скрип поворачивающегося замка от ключей. Приходилось вызывать мастера снова и снова, потому что замок портился от того, что кто-то постоянно пытался его открыть. Шло время. Женя решила сдать вещи мужа в комиссионку. Ей не хотелось постоянно натыкаться на них дома. Тяжело было на сердце. Спустя несколько дней одежду раскупили, и продавец пригласил ее забрать свои проценты. Гуляя по магазину, женщина обратила внимание на один из висевших там костюмов. Он был очень похож на тот костюм, в котором она хоронила Мишу. Приглядевшись внимательно к пиджаку, она обомлела. В подкладке был пришит именно такой карман, который она шила своими руками когда-то, на пиджак мужа. Женя ощупала карманы внизу пиджака и еще больше озадачилась. В них аккуратно лежала в свертке та пропавшая связка ключей. Двери магазина открылись, вошли другие покупатели. Евгения судорожно сунула сверток с ключами в карман и поспешила уйти из зала. «Не забудьте забрать деньги», — окликнул ее продавец. Будто очнувшись ото сна, Женя зашагала к кассе. «Я видела там костюм», — начала рассказывать Женя, показывая в сторону вещей. «Просто в таком же костюме ходил один из моих близких родственников. Я думала, его нет в городе. Скажите, кто принес этот костюм?» Мужчина возраста лет под 60. Волосы немного с сединой. «Высокий такой», — сообщил ей продавец, вспоминая клиента. Евгении стало не по себе. «Вы знаете, он же все ваши вещи купил», — продолжил продавец. «Вам неплохо?» Жене действительно стало невмоготу от того, что она только что узнала, но, улыбнувшись через силу, она произнесла: «Просто у вас очень душно». «Нет, это обычное совпадение», — повторяла про себя Евгения, стараясь не поддаваться панике. «Какой-то бред, но ключи же». Эти мысли не давали женщине покоя. Вернувшись домой, Женя решила взять фото мужа и выяснить, кто на самом деле ходит в комиссионку. Да, это именно он приходил. «Кстати, появлялся сейчас недавно здесь», — пояснил продавец, осмотрев фотографию. Он говорил, что ключи забыл в костюме, но так и не нашел их. Женя нервно улыбалась. Она вылетела пулей из магазина. Идя домой, женщина постоянно оглядывалась, будто кто-то преследовал ее. Уход супруга из жизни и появившиеся странности сказались на здоровье Евгении. Стресс довел ее до того, что она слегла. После возвращения второй связки ключей ночной незнакомец больше не пытался открыть двери, однако на этом все не закончилось. Кто-то все равно регулярно приходил по ночам и проверял, не заперта ли дверь. Евгения снова выглядывала в замочную скважину, но не видела никого на лестничной площадке. Однажды к ней в гости пожаловала сестра Михаила. Женя лежала без сил от мучившей ее бессонницы, но как же она радовалась хоть какому-то живому общению. Они с Любой спокойно пили чай, как неожиданно гостья воскликнула, заметив на тумбочке ключи, как: «Женя, откуда?» Когда-то родственница подарила им с Михаилом 2 одинаковых брелка, и можно было понять ее удивление, ведь во время похорон она лично положила в карман умершего брата эти ключи. Женя поведала Любе о случившемся за последнее время, и обе женщины пришли к выводу, будто дьявол хочет забрать вдову к себе, доведя до такого состояния. Евгения решила действовать. Нужно было всего лишь забрать вещи Миши, которые она сдала в комиссионку. Первым делом она наведалась в старый дом, где никто не жил уже второй десяток лет. Бывшая хозяйка,
Бабка при жизни занималась магией. К своему удивлению, женщина нашла все вещи супруга именно там. Она разожгла костер и сожгла их все. С тех пор призрак перестал ее навещать. Не стоило относить одежду супруга в магазин, ведь именно с того момента и начались те странности. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.